1981 году в пустыне Гоби группа китайских археологов сделала сенсационную находку. Они обнаружили окаменелые останки динозавра, ранее неизвестного науке. Этот вид, названный гобиаптор, был найден в слоях породы, датируемых около 100 миллионов лет назад. Вокруг остатков динозавра находились следы, указывающие на существование других животных и растений, когда-то обитавших в этом регионе. Находка вызвала большой интерес среди ученых всего мира, и в Гоби началась масштабная экспедиция. Исследователи из разных стран прибыли, чтобы исследовать пустыню, считавшуюся безжизненной. Археологи вскоре нашли не только динозавров, но и орудия труда древних людей, что подтвердило существование цивилизаций, которые ранее обитали здесь. Одним из самых загадочных артефактов был камень с таинственными символами, найденный неподалеку от Старого озера. Этот камень стал предметом оживленных дискуссий среди ученых. Многим не удалось установить его происхождение, и версия о том, что символы могли быть частью древнего письма, вызвало споры среди лингвистов и историков. Некоторые исследователи полагали, что это может быть запись древних народов, населявших эти земли. В то же время местные жители сообщали о странных явлениях. Они утверждали, что в определенных местах пустыни слышны загадочные звуки, напоминающие голоса из-под земли. Местные легенды рассказывали о духах предков, охраняющих эти земли, и многие опасались приближаться к этим местам. В 1991 году на стыке науки и мистики в пустыне Гоби началась новая эра исследований. Каждое открытие приносило новые загадки и вопросы о скрытых тайнах под слоями песка и камня. Пустыня, оказавшаяся мертвой, оказалась полна жизни и тайн, ожидающих своего раскрытия. Находки, сделанные в Гоби, стали началом долгого пути к разгадке ее секретов. Каждый артефакт, каждый след подтверждали, что история этой уникальной местности полна неожиданных открытий. В тысячах миль от пустыни Гоби, в пустыне Намиб, археологи сделали неожиданную находку. А вы когда-нибудь думали, что в пустынях прячутся не только дюны, но и настоящие сокровища? Если вам интересно узнать больше об этих загадках и поддержать наш проект, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Ваша поддержка поможет нам раскопать еще больше тайн. И кто знает, возможно, мы найдем там и вашу любимую шутку. Во время раскопок в районе Старых Соляных озер исследователи обнаружили крупный кристалл на дне одного из высохших водоемов. Он обладал необычной формой и насыщенным цветом, а его поверхность была покрыта загадочными символами. Сразу после находки ученые приступили к исследованию образца. Установлено, что материал, из которого он был изготовлен, не соответствует известным минералам. Анализ показал, что кристалл обладает необычными энергетическими свойствами, что привело к предположениям о его использовании в древних ритуалах местных племен. Есть версия, что артефакт мог служить оберегом или инструментом для контакта с потусторонним миром. Параллельно с анализом кристалла начали поступать сообщения от местных жителей о странных событиях. Члены близлежащих племен сообщали о видениях, связанных с артефактом. Ночью над пустыней появлялись загадочные огни, а также слышались звуки, напоминающие древние мелодии. Эти явления вызывали одновременно страх и восхищение, и многие племена начали считать кристалл священным. Вскоре на раскопки прибыли эксперты из разных стран, желая изучить артефакт и подтвердить его уникальность. Проведенные тесты не дали четких ответов о природе кристалла. Некоторые ученые высказывали теории о том, что он мог быть частью древней технологии, оставленной забытыми цивилизациями. Тем временем в пустыне Намиб произошел инцидент, который добавил новую интригу к найденному артефакту. Однажды ночью группа исследователей заметила яркий свет, исходящий от кристалла. Пытаясь выяснить источник света, они обнаружили, что он начал излучать энергию, изменяя цвет и интенсивность. Это явление стало настоящей сенсацией среди археологов, которые сразу связали его с местными легендами о духовных силах. С каждым днем интерес к кристаллу возрастал. Местные жители начали собираться вокруг раскопок, надеясь увидеть необычное явление своими глазами. Многие утверждали, что кристалл связан с их предками и может открыть дорогу к их духам. Это привело к неожиданному объединению между учеными и племенами, что стало основой для дальнейших исследований. Ученые осознали важность кристалла и начали совместно с местными жителями организовывать ритуалы, соблюдая традиции племен.
Они надеялись, что взаимодействие с артефактом откроет новые горизонты для понимания истории человечества и его связи с природой. Каждый день в пустыне Намиб приносил новые события и открытия, поднимая множество вопросов о древних цивилизациях и их тайнах. Случайно попав в пустыню Мохаве, группа исследователей наткнулась на ржавый автопарк, который, казалось, должен был остаться в прошлом. Ржавые автомобили, покрытые песком, стояли здесь десятилетиями, но по мере изучения стали появляться подозрительные детали. Некоторые автомобили имели нехарактерные для обычного использования модификации, а на капотах и кузовах были нанесены странные символы, напоминающие те, что были найдены в Намибе. Исследователи начали анализировать автомобили. Один из них, доктор Стивен Миллер, заметил, что несколько машин были выпущены в начале 90-х годов, в то время, когда пустыня была центром военных экспериментов. По его словам, в это время происходили загадочные исчезновения, и многие люди верили, что эти автомобили использовались для скрытых операций. Он предложил провести поиск документов в архивах, чтобы выяснить, какие связи могли быть у этих автомобилей с военными. Параллельно с анализом машин местные жители начали рассказывать о своих страшных встречах. Они утверждали, что в последние недели в пустыне Мохаве стали слышны странные звуки, похожие на работающие двигатели, в то время как вокруг не находилось никаких машин. Одной ночью несколько местных охотников заметили, что на горизонте виднелись яркие огни, будто кто-то проводил испытания. Исследователи решили провести ночь в быстром укрытии, чтобы выявить источник этих звуков. Ночь была темной и безлунной, но звуки постепенно становились все громче. Вскоре они увидели свет, исходящий от одной из автомобилей, стоящих на склоне холма. Они осторожно приблизились и заметили, что из-под одного из автомобилей выступали струи дыма. Механизм, казалось, работал, хотя сам автомобиль выглядел полностью непригодным для использования. Стивен собрал команду, и они начали изучать это явление. Внезапно один из членов группы, Лиза, заметила, что вблизи автомобиля лежит странный предмет, напоминающий тот самый кристалл, найденный в Намибе. Разглядывая его, они поняли, что предмет может быть частью системы управления, возможно, используемой в этих автомобилях. Однако в этот момент к ним подошли местные жители, явно встревоженные и недовольные. Они предупреждали о том, что нельзя вмешиваться в дела, которые их предки оставили позади. Они утверждали, что автомобили и связанные с ними технологии предназначены для чего-то великого, и это вмешательство может пробудить древние силы, которые лучше оставить спящими. Ситуация накаляется. Одни исследователи настаивали на продолжении работы, полагая, что они могут раскрыть секреты, скрытые в пустыне, в то время как другие, прислушиваясь к предупреждениям местных жителей, считали, что лучше прекратить исследование. Разделение во мнениях углубляло конфликт, и напряжение в группе росло с каждой минутой. Неожиданно раздался громкий звук, и свет от автомобиля начал мигать, как будто реагируя на присутствие людей. Никто не мог предсказать, что произойдет дальше. Исследователи в замешательстве, а местные жители в страхе начали отступать. На горизонте вновь появились огни, и таинственная энергия окутала пространство вокруг, оставляя всех в ожидании того, что произойдет дальше. Исследователи, оставив за собой ржавый автопарк в пустыне Мохаве, направились в Сахару. Группа была полна надежд на новые открытия, несмотря на напряженность, возникшую между учеными и местными жителями. Сахара с ее бескрайними дюнами и древними тайнами казалась идеальным местом для продолжения исследований. Прибыв в регион, они быстро начали изучать местные легенды о таинственных местах и загадочных явлениях. Первым делом они направились к древним руинам, которые, по слухам, хранили секреты давно исчезнувших цивилизаций. Артефакты, найденные в этом районе, были известны своим мистическим происхождением. Один из исследователей, доктор Эмили Паттерсон, обратила внимание на местные легенды о затерянном городе, который, согласно преданиям, был поглощен песками много веков назад. Исследуя местность, команда обнаружила признаками засыпанных строений. При раскопках в одной из дюн они наткнулись на массивные камни, которые явно были частью архитектуры. На одном из них были выбиты символы, напоминающие те, которые они видели на кристалле в Намибе. Это открытие вызвало волну обсуждений и теорий. Некоторые ученые начали высказывать предположение о том, что все эти находки могли быть связаны с одной и той же древней цивилизацией, использовавшей технологии, о которых современный мир даже не подозревал. Вскоре после этого в лагерь начали поступать сообщения о неясных фигурах, замеченных среди дюн.
Местные жители утверждали, что это духи предков, которые защищают свои земли. Они предупреждали исследователей, что вмешательство в земные дела может вызвать гнев этих духов. Однако команда, очарованная своими находками, не собиралась останавливаться. Они решили организовать ночное исследование, чтобы установить, что на самом деле происходит в пустыне. Ночью, когда дюны были окутаны мрак, члены группы стали свидетелями странных явлений. В небе появились светящиеся фигуры, которые двигались с удивительной скоростью, оставляя за собой яркие следы. Крики местных жителей, которые пытались предупредить их о возможной опасности, смешивались с шепотом ветра. Это заставило группу замереть на месте, в то время как световые фигуры завораживали и пугали одновременно. Внезапно одна из фигур снизилась и оказалась на расстоянии 30 футов от группы, принимая человеческую форму. Участники команды замерли от страха и любопытства. Фигура, казалось, пыталась что-то сказать, но вместо слов раздался гулкий звук, который отразился от дюн. Доктор Паттерсон, собравшись с духом, подошла ближе. Она попыталась установить контакт, используя жесты, которые она когда-то наблюдала при общении с местными племенами. В этот момент одна из машин, оставшаяся на месте, внезапно завела двигатель, и свет начал мигать. Фигура реагировала на это, и с каждым мигом света она начинала расплываться, как будто теряла свою форму. Вокруг участники команды начали ощущать нарастающее напряжение, как будто что-то происходило на границе реальности и мира духов. Конфликт между желанием узнать больше об этих загадках и страхом перед тем, что может произойти, достиг своего пика. Каждый из исследователей, включая местных жителей, понимал, что они стоят на грани открытия, но также и на краю опасности, которая может изменить их жизни навсегда. Ситуация стала неуправляемой, и все ждали, что произойдет дальше, ведь каждое мгновение могло стать решающим. После событий в Сахаре группа исследователей направилась в пустыню Атакама, известную своими таинственными затерянными городами. Участники экспедиции были полны решимости раскрыть их секреты, несмотря на те странные явления, которые они наблюдали ранее. Пустыня казалась безжизненной, но, как показали предыдущие находки, она хранила множество тайн. Первым делом исследователи начали поиск старинных руин, о которых ходили слухи среди местных жителей. По картам, на которых были отмечены предполагаемые места затерянных городов, они выбрали один из участков, расположенный в глубине пустыни. Проходя сквозь каменные дюны, команда заметила, что воздух стал необычно холодным. Это заставило их насторожиться и напомнило о том, что в пустыне скрыто больше, чем кажется на первый взгляд. По мере продвижения к выбранной точке участники группы стали замечать странные знаки на камнях, похожие на символы, которые они видели в Намибе и на ржавых автомобилях в Мохаве. Каждый новый знак только подчеркивал связь между всеми находками. Доктор Эмили Паттерсон начала записывать свои наблюдения, пытаясь сопоставить их с предыдущими открытиями. Когда они, наконец, добрались до места раскопок, их ждал неожиданный сюрприз. На поверхности были видны остатки стен и даже структуры, напоминающие древние здания. Однако всей группой они поняли, что эти стены не были обычными постройками. Они казались живыми, будто их поверхность менялась в зависимости от света. Это открытие вызвало у всех интерес и одновременно страх. Доктор Миллер, изучая одну из стен, заметил, что странные символы начали светиться, когда он подошел к ним. Группа замерла, наблюдая, как знаки начинают вращаться и изменять форму. В это время в небе появилось множество темных облаков, и ветер усилился. Странная атмосфера напоминала что-то потустороннее. Внезапно земля под ногами начала трястись, и из-под песков начали подниматься облака пыли. В этот момент кто-то крикнул, что видит фигуры, похожие на людей, движущиеся среди руин. Сначала исследователи решили, что это лишь мираж или обман зрения, но вскоре фигуры стали явными. Они казались бесформенными, а их движения были странными и непредсказуемыми. Местные жители, которые присоединились к команде, начали паниковать. Они распознали в фигурах древние духи, охраняющие свои земли. Один из местных шаманов закричал, что руины были местом, где когда-то происходили жертвы, и вмешательство людей может разбудить зло, спящее веками. Ситуация накалилась. Одни исследователи, включая Эмили, хотели продолжить изучение, надеясь открыть великие тайны затерянного города, в то время как другие, включая местных жителей, настаивали на том, чтобы уйти. Разделение в группе стало очевидным. В этот момент фигуры начали приближаться, и воздух наполнился зловещими шепотами, что только усилило страх среди участников.
Решения требовались немедленно. Каждое действие могло привести к катастрофическим последствиям. Исследователи должны были решить, как поступить в этой ситуации. Продолжать раскопки и рисковать гневом духов или покинуть место, оставив все на произвол судьбы. Напряжение росло, и каждый момент мог стать последним. После событий в Атакаме команда исследователей направилась в пустыню Калифорния, известную своими необычными окаменелостями. Ожидания были высоки. Новая информация могла пролить свет на предыдущие открытия и загадки. Прибыв на место, они столкнулись с безмолвием, нарушаемым лишь шумом ветра. Группа сразу же направилась к участку, где ранее были найдены окаменелости с необычными узорами. Доктор Эмили Паттерсон обратила внимание на символы, которые напоминали те, что встречались в Намибе и Атакаме. В процессе раскопок один из участников, Джейк, закричал, что нашел нечто необычное. Он поднял окаменелость, имевшую форму человеческой руки, покрытую слоем минералов. Эмили пришла ближе и заметила на находке отпечатки пальцев, встроенные в структуру окаменелости. Неожиданно небо над ними потемнело, ветер усилился, а из-за горизонта начали подниматься облака пыли. Лагерь наполнился тревожным настроением, местные жители начали перешептываться о предзнаменованиях и древних духах, охраняющих эти земли. Один из них закричал, что это знак, предвещающий гнев духов. В это время окаменелость начала светиться, а символы на ней изменились. Доктор Миллер, потрясенный происходящим, предложил провести тесты, чтобы выяснить причину этого явления. Однако местные жители начали паниковать, предчувствуя опасность. Исследователи разделились. Одни настаивали на изучении окаменелости, другие требовали покинуть место. Ситуация накалилась. Окаменелость вдруг извивалась, словно живая, и свечение становилось все ярче. Эмили пыталась успокоить всех, но страх охватил группу. Из облаков начали проявляться тени, и звук, напоминающий древние заклинания, заполнил воздух. Это стало последней каплей, и некоторые местные жители собрались, чтобы уйти. Разделение в группе становилось явным. Одни стремились разгадать тайны окаменелости, другие — избежать возможной катастрофы. В этот момент окаменелость вырвалась из рук Джейка и раскололась на две части, выпуская поток света, который окутал всех. В этом свете участники увидели видение о древних событиях, произошедших в этой местности. При пульсирующем свечении в воздухе раздался оглушительный гул, и каждый из исследователей почувствовал, как их сознание уходит вглубь времени. Они стали свидетелями событий, которые могли изменить их понимание истории человечества. Каждый из них осознал, что стоит на грани открытия, способного изменить их жизни навсегда, но и на краю опасности, в которой скрывается нечто ужасное. После волнений в пустыне Калифорния команда исследователей направилась в Неваду, где располагались тайные военные базы. События, произошедшие с окаменелостью, стали для них сигналом о том, что они на грани открытия чего-то гораздо большего. Местные легенды о неопознанных летающих объектах и странных экспериментах лишь подогревали их интерес к этому месту. Прибыв в регион, исследователи столкнулись с охраной, которая не пропускала их дальше определенной точки. Однако, используя свои связи, доктор Миллер смог договориться о встрече с одним из бывших сотрудников базы. Этот человек согласился рассказать о том, что происходило в этих местах, но только в уединении. В укромном месте он сообщил, что в пустыне проводились эксперименты, связанные с технологиями, найденными в древних артефактах. Базы использовали окаменелости и другие находки, чтобы разрабатывать новые виды энергетических источников, которые, как считали, обеспечат власть над природой. Некоторые из этих экспериментов привели к непредсказуемым последствиям, в том числе к появлению аномальных явлений в других регионах, таких как Атакама и Намиб. Услышав это, команда поняла, что все их находки связаны между собой и что древние артефакты на самом деле являются ключами к пониманию технологий, которые человечество пыталось освоить. Бывший сотрудник раскрыл, что на базе находился кристалл, аналогичный тому, что был найден в Намибе, но на этот раз его свойства были изучены более глубоко. Этот кристалл мог использоваться для создания мощных источников энергии, но также и для контроля над сознанием. Внезапно во время их разговора охрана базы заметила группу. Им пришлось быстро скрыться, но информация, которую они получили, уже изменила их восприятие происходящего. Они спешно вернулись в лагерь, осознавая, что их исследования могут привести к опасным последствиям.
Местные жители, узнав о том, что произошло, стали еще более настороженными и начали собираться вокруг их лагеря. В этот момент они заметили, что окаменелость, которую они привезли с собой, снова начала светиться. Символы на ней, казалось, отвечали на их недавнее открытие. Эмили, осознав, что они, возможно, пробудили нечто, что должно было оставаться скрытым, попыталась понять, как остановить процесс. Но в это время из-за горизонта начали подниматься темные облака, и воздух наполнился зловещим шепотом. Ситуация обострилась, когда местные жители начали протестовать против дальнейших исследований. Они требовали немедленно покинуть священные земли, опасаясь, что пробуждение древних технологий приведет к катастрофе. В их глазах виднелся страх и решимость. Эмили и ее команда оказались в ловушке между желанием узнать правду и обязанностью уважать местные традиции. Внезапно окаменелость ударила по земле, и из нее вырвался поток света, который, казалось, открывал портал. Тени из облаков начали принимать форму, и в воздухе раздался оглушительный гул. Все присутствующие, включая исследователей и местных жителей, почувствовали, как их сознание начинает уходить в эту новую реальность. Эта кульминация стала моментом, когда все тайны, все открытия и все предостережения собрали в одно целое. Каждый из них осознавал, что они заняли место в истории, где древние силы, технологии и их собственные судьбы переплетались в единую нить. Но что произойдет дальше? Осталось только ждать, что откроется через этот портал, и какой ценой это будет достигнуто. Портал, открывшийся из окаменелости, стал центром внимания всех присутствующих. Свет, вырывающийся из него, ослеплял и казался живым, словно обладал собственным разумом. Местные жители в панике отступали назад, а команда исследователей во главе с Эмили и Миллером стояла в ожидании того, что произойдет дальше. Этот момент стал решающим для их будущего. Из портала начали появляться необычные формы жизни. Эти существа не имели аналогов на Земле. Их светящиеся тела изменяли форму, словно жидкость, и двигались плавно и бесшумно. Некоторые из них представляли собой прозрачные створки, другие — яркие пульсирующие сферы. Они перемещались в воздухе, внимательно рассматривая людей, которые стояли неподвижно. Эмили почувствовала, как их присутствие наполняет ее энергией. Внезапно ее сознание заполнили видения. Она увидела, как эти формы жизни взаимодействуют с древними артефактами, найденными в разных пустынях. Каждое существо, казалось, обладало знанием о том, как использовать силы, заключенные в кристаллах и окаменелостях. Доктор Миллер, осознав важность момента, шагнул вперед и попытался установить контакт. Он медленно протянул руку к одному из существ, которое изменило свою форму, приняв облик человека с сияющей кожей. Их взгляды встретились, и на мгновение они обменялись чувствами и знаниями. Миллер понял, что это не просто форма жизни, а целая цивилизация, существующая в симбиозе с древними технологиями. Существа использовали кристаллы не для разрушения, а для созидания и поддержания баланса в природе. Они показали ему видения, связанные с историей человечества и древними цивилизациями, которые использовали эти артефакты для достижения просветления, но в конечном итоге погибли, потеряв связь с природой. Команда осознала, что они стали свидетелями встречи с хранителями знаний, предупреждающими о последствиях, если человечество не сможет наладить гармонию с природой. Это было предупреждение о том, что их исследования могут привести к катастрофе, если они будут использовать древние технологии в корыстных целях. Местные жители, наблюдая за происходящим, начали понимать, что это не просто угроза, а возможность. Существа стали делиться своими знаниями о том, как использовать силу природы, как хранить землю и поддерживать баланс. Взаимопонимание между людьми и необычными формами жизни начало развиваться, наполняя атмосферу надеждой. Тем не менее, портал продолжал излучать свет, и команда осознавала, что не все существа могут быть добрыми. Шум и свет нарастали, и исследователи понимали, что не все смогут остаться в мире, если они не примут правильное решение. Конфликт между жаждой знания и уважением к природным силам достиг своей кульминации. Какое решение они примут, определит не только их судьбы, но и будущее всего человечества. Ситуация накалилась до предела. Команда исследователей, осознавая важность своего выбора, собралась в круг. Эмили, вдохновленная видениями, выступила с предложением. Они должны использовать свои открытия для блага. Миллер поддержал ее, добавив, что их путь должен быть основан на практическом применении древних знаний.
В это время свет из портала начал мигать, и существа вновь изменили форму, показывая изображения заброшенных городов древних цивилизаций на Тенерифе. Эти города хранили знания о сосуществовании с природой и использовании ее сил без разрушения. Существа передали сообщение о том, что эти знания должны быть восстановлены и применены для улучшения жизни на планете. Вдохновленные этой идеей, исследователи решили вернуться на Тенерифе. Они понимали, что их работа должна начинаться не только ради науки, но и ради того, чтобы помочь людям сохранить баланс с природой. Команда начала подготовку к новой экспедиции, целью которой стало исследование затерянных городов и возвращение знаний, способных изменить их время. Местные жители, увидев, как исследователи пытаются наладить контакт с необычными формами жизни, начали осознавать, что это может стать началом нового пути. Они присоединились к команде, делясь своими знаниями и традициями, создавая уникальную синергию между современными исследованиями и древними практиками. Когда команда вернулась на Тенерифе, они столкнулись с трудностями. Некоторые местные жители скептически относились к их намерениям, но большинство людей откликнулось на призыв к сотрудничеству. Исследователи начали проводить совместные раскопки, и вскоре на поверхности начали появляться артефакты, подтверждающие существование сложных цивилизаций, знавших, как использовать силы природы. Каждое новое открытие наполняло команду надеждой. Они разработали проекты, которые помогли бы местным жителям использовать эти знания для устойчивого развития, сохраняя окружающую среду. Существа, встреченные ими, стали символом нового пути, показывая, что взаимодействие с природой возможно, если есть желание это делать. Если вам интересно, какие странные артефакты притаились в пустыне и как они могут изменить наш мир, не забудьте подписаться на наш канал. Вдруг мы найдем там и ваши старые носки. А если хотите поддержать наш проект и помочь нам в будущих экспедициях, ссылка на донат в описании или QR-код на экране, ваш вклад очень важен для нас. Финалом их пути стало открытие Дома знаний, место, где собирались местные жители и исследователи, чтобы делиться информацией и развивать новые идеи. Это стало центром изменений, где древние практики встречались с современными технологиями. Команда поняла, что их работа не окончена, но они сделали первый важный шаг к новому будущему. О них начали говорить не только в исследовательских кругах, но и в обществе в целом. Их усилия начали менять восприятие людей о связи с природой. В конце концов, они стали частью истории, рассказом о том, как знания, основанные на уважении и понимании, могут изменить мир. Тайны древних цивилизаций оставались, но их уроки навсегда остались в сердцах тех, кто стремился к новой гармонии с окружающим миром.